Часть первая. Конверт. Я работаю слесарем-сантехником в ЖЭКе номер 7, 12 лет. Не та работа, о которой рассказывают на вечеринках. Когда спрашивают, где работаешь, я говорю в жилищной службе, и разговор на этом заканчивается. Людей не интересуют лопнувшие стояки и подвалы с водой по щиколотку. Меня это давно не обижает. Мне нравится эта работа именно из-за ее конкретности. Труба либо течет, либо нет. Кран либо держит, либо не держит. Все поддается ремонту, если понять, где именно искать. Я человек с прямой логикой, и эта логика хорошо работает на трубах. Плохо на том, что я нашел в почтовом ящике 10 июня. Я встаю в 6:30. Завтрак, яичница или каша зависит от того, насколько хорошо спал. Если яичница, значит торопился и не думал. Если каша, значит встал нормально. По утрам я обычно не тороплюсь. 20 минут пешком до ЖЭКа через парк – это если нет дождя. Если дождь – 7 минут на трамвае. В ЖЭКе к 8:30. Работа с 8, иногда до 7-8 вечера, если прорыв или сложный вызов. Потом домой, ужин, чаще всего что-то разогретое, иногда делаю нормально. Книга или телевизор, редко. Спать в 11. Сын Антон живет с матерью, с моей первой женой. Мы расстались, когда ему было 3 года. Мы не ссорились, мы просто стали чужими, как это иногда бывает без объяснений. Сейчас ему 16, видимся по выходным. Иногда ездим на рыбалку за город. Молчим, сидим с удочками, иногда что-то ловим. Эти часы хорошие. Наташа, вторая жена, умерла 7 лет назад. Мы прожили с ней 8 лет в квартире на Парковой, снимали 3-комнатную с 2011-го. Все время говорили «купим», откладывали деньги, смотрели объявления, ездили на просмотры. Потом смотрели, но не ездили. Потом просто говорили «купим», как ритуальную фразу, без намерения. Она работала бухгалтером в небольшой фирме, ездила на троллейбусе через весь город. По утрам пила кофе из синей кружки с нарисованными белыми цветами и слушала радио, прогноз погоды, пробки, новости. Умела в любую погоду сказать, что сегодня хорошая погода, совершенно серьезно, без иронии. Я ей всегда верил. После ее смерти я прожил на Парковой 3 месяца. Каждое утро видел ее кружку на полке. Не мог решить, убрать ее или нет. 3 месяца не мог. В конце концов просто уехал, оставив кружку на том же месте. До сих пор не знаю, что с ней стало. В июне 2020-го я переехал сюда, на Народную. Знакомый предложил, квартира после ремонта, хозяева уехали в другой город, сдают. Просто приехал, посмотрел, сказал, беру. Пахло свежей краской и новым линолеумом. Ни одной чужой вещи. Пустые полки, пустые окна, пустые комнаты. Сейчас, задним числом, это решение кажется мне странным. Именно на Народной, именно в квартиру 37. Я не смотрел других вариантов и не объяснял себе почему. Просто взял. Но об этом позже. 10 июня, вторник, 6:30 вечера. Я возвращался с работы позже обычного. Задержался с прорывом на Карла Маркса. По заявке выглядело как мелкая течь на 2-м этаже. Оказалось, трещина по стояку с 3 по 5. Я промок по пояс, переоделся в сухое в машине Васе, добрался домой пешком. Во дворе пахло скошенной травой. Сосед с 3-го возился у подъезда с велосипедом. Из окна напротив тянуло жареным луком. Я открыл почтовый ящик. Под листовками белый конверт, формат А5, синяя шапка ЖЭКа номер 7. Этот конверт я знаю наизусть. Плотность бумаги 90 граммов, логотип слева вверху, надпись «Уведомление жильцу» красным шрифтом. Я сам носил такие конверты к столу Татьяны Михайловны каждый понедельник 12 лет.
Этих конвертов через мои руки прошли тысячи. Этот был адресован мне. Волкову И.А., улица Народная, дом 14, квартира 37. Я открыл его прямо у ящиков. Внутри стандартный бланк уведомления о плановом осмотре коммуникаций. Форма номер 7ПУ. Шапка, строки для данных жильца, цель осмотра, дата, подпись Калинина РС, синяя печать. Все узнаваемо, все на месте. Кроме одного. В строке «Дата проведения осмотра» стояло 14 марта 2019 года. Что-то сжалось в груди, не боль, просто давление. Как будто воздух в подъезде стал плотнее на 1 секунду. Я стоял под почтовыми ящиками и слышал, как работает лифт где-то наверху. Я перечитал это 3 раза. Первая мысль – старое письмо, потерявшееся в почтовой системе. Бывает. У нас на участке работал электрик Семенов, который однажды получил открытку от матери через 4 года после ее смерти. Все как настоящее, живой штемпель, ее почерк. Письма гуляют, это правило. Я в него верил. Но я смотрел на конверт. На штемпель в правом верхнем углу. Пермское почтовое отделение, номер 4. Дата 10 июня 2026 года, 14:32. Это письмо было отправлено сегодня. Часть 2. Ночь. Я стоял в подъезде еще несколько минут. Сосед поднялся мимо, кивнул, я кивнул, поднялся к себе. Ключ повернулся, как всегда, 1 оборот вправо, потом чуть назад, дверь открылась. Квартира выглядела точно так, как я ее оставил. Кружка на сушилке, шторы наполовину. Я закрываю наполовину, иначе слишком темно. Книга на краю стола, там, где оставил. Все на своих местах, все абсолютно нормально. Это почему-то не успокоило. Поставил чайник, газовая горелка, 3-й щелчок. Сел за стол, вынул бланк, положил перед собой под лампу. Прочитал медленно, строку за строкой, как читают документ, когда хотят убедиться, что ничего не пропустили. Форма номер 7ПУ. Данные жильца. Мой адрес, мой этаж, мой подъезд. Стандартная цель. Подпись Калинина, синяя печать. Только одна строка другая. Версия 1. Ошибка при заполнении. Кто-то написал 2019 вместо 2026. Не смотрел, торопился. Но Татьяна Михайловна регистрирует все исходящие документы с подписью Калинина. Без исключений. Я это знаю, потому что 12 лет вижу, как она это делает. За 22 года правило не нарушалось ни разу. Если документ прошел с нашим штемпелем, он прошел через нее. Этот документ она не регистрировала. Версия 1 не работала. Версия 2 – намеренная провокация. Кто-то нашел старый бланк, заполнил, отправил. Но провокация требует мотива. Я перебрал всех, у кого мог быть мотив. Список оказался пустым. Чтобы сделать это, найти бланк старой серии, списанной в 2019, написать от руки правильный адрес, дойти до почтового отделения и купить марку, нужна причина. У меня нет недоброжелателей с такой причиной. Я слесарь-сантехник, хожу на работу и обратно. Версия 2 не работала. Версию 3 я не стал формулировать. Убрал бланк в ящик стола. Встал. Вымыл кружку. Она была чистой, но все равно вымыл. Вытер столешницу. Выключил лишний свет в коридоре. Ушел в комнату. Лег. Смотрел на трещину в потолке. Длинно, от угла у окна к люстре. 7 лет она не изменилась ни на миллиметр. Я проверял. Ставил карандашную метку у кончика каждые несколько месяцев. Привычка. Мне важно знать, что неизменное остается неизменным. Газовый счетчик в кухне тикал. Он всегда тикает. Это фоновый звук квартиры, как скрип пола у балконной двери, как гудение холодильника. Сейчас я лежал в темноте и слышал каждый щелчок отдельно. Я не спал. Не потому, что думал. Просто лежал и не спал, как будто тело отказывалось отключаться, пока что-то не прояснится. В 2 ночи я встал, подошел к столу, достал бланк из ящика без света, лег обратно.
Держал бумагу на груди. Я знал строку наизусть, но сказал ее вслух, тихо, просто чтобы проверить, изменится ли что-нибудь от звука. 14 марта 2019 года. Ничего не изменилось. Газовый счетчик тикнул. Этажом выше скрипнула половица. Ночные звуки дома, я их знаю. Я положил бланк рядом на кровать. Не в ящик, рядом. Лежал с открытыми глазами. В темноте за закрытыми веками стояла одна дата. Я знал ее 7 лет. 14 марта 2019 года. Это дата смерти Наташи. Я нашел свою подпись там, где меня не было. Подпишись, поставь лайк. Журнал все еще открыт. Часть 3. Журнал. Утром я пришел в ЖЭК с письмом в кармане. Татьяна Михайловна на своем месте с 9, как всегда. Большая кружка черного чая без сахара, стопка нарядов, очки на цепочке. 22 года в ЖЭКе. Она знает все серии бланков с 2004-го, всех жильцов участка по имени-отчеству и половину в лицо. Если что-то не так в документах, говорит сразу, ровным голосом. Я положил письмо на ее стол. Она взяла 2 пальцами, надела очки. Читала медленно, шевеля губами. Потом взяла конверт, посмотрела на штемпель. «Форма 7ПУ», — сказала она наконец. «Старая серия. С ноября 19-го не используем. Все старые бланки уничтожили актом. Я сама подписывала. Ноябрь 19-го, четверг. Калинин торопился и подписывал стоя. Запомнила. У нас могло что-то остаться из этой серии? Нет, без паузы. Ни одного экземпляра. Кто-то нашел у себя дома, может. Иногда уносят бланки с работы. Ненарочно, в кармане оказался. Или другой ЖЭК. Но у других своя нумерация. Она посмотрела на подпись в нижнем углу. Подпись Калинина, печать наша. Но Роман Сергеевич этого не составлял. Все с его подписью регистрирую я, без исключений. Этого я не регистрировала. Значит, это не из нашего ЖЭКа. Нет. Она вернула мне бланк, сняла очки. Игорь Анатольевич, ты дату заметил? Заметил. Она кивнула. Разговор был закончен. В подсобке, в дальнем углу за стеллажами с фитингами, стоит деревянная полка с серыми папками. Журналы учета плановых осмотров, 1 на год. Геннадий Федорович вел их 20 лет. Мелкий аккуратный почерк, одинаковые промежутки, иногда красная черта для важного. С 2021 перешли на компьютер. Геннадий Федорович ушел на пенсию, но папки никуда не делись. Я снял журнал за 2019 год. Тяжелая папка. Открыл март. Начал листать, не торопясь, запись за записью. Геннадий Федорович писал аккуратно. Одинаковые буквы, одинаковые промежутки, одна строка в один осмотр. Я листал страницу, смотрел на даты. 1 марта – наши адреса. 5 – наши адреса. 10 – тоже. 13 – 14. 4 записи на тот день. 3 наших адреса. Ленина 32, Советская 7, Ударников 44. Я знаю их, узнаю автоматически. И 4, внизу, отдельно от остальных 3, написанное немного теснее, как будто добавленное после того, как уже казалось, что страница заполнена. Улица Народная, дом 14, квартира 37. Мой нынешний адрес. Я смотрел на нее долго. Лампочка над головой горела ровно, 15 Вт, желтый свет. В подсобке всегда этот цвет. Пахло резиной и пылью. За стеной гудела труба. В 2019 году я жил на Парковой. Народная 14 – это место, куда я переехал в июне 2020 -го. В марте 2019 в этой квартире шел ремонт. Там никто не жил. Там не жил и я. Строка «Исполнитель» – Волков И.А. Строка «Подпись». Я достал блокнот. Расписался на чистом листе. Медленно, как обычно, не думая. Поднес рядом с подписью в журнале под лампочку. Смотрел. Одинаковые. Петля на «Б». Косой росчерк вниз вправо. Точь в точь. Я убрал блокнот. Пальцы были чуть холоднее, чем должны быть при этой температуре в подсобке.
Я прикоснулся к металлическому зажиму на журнале. Металл был теплее, чем мои руки. Это не похожая подпись. Похожие бывают случайно. Это не случайно. Я не стал делать поспешных выводов. Я инженерно мыслящий человек. Работаю методично, иначе не умею. Сначала собрать данные, потом версии. Потом отсекать невозможное. Что остается, то и есть ответ, даже если некрасивый. Данные на этот момент. В журнале ЖЭКа номер 7 за 14 марта 2019 года стоит запись об осмотре квартиры Народная 14, квартира 37. Квартиры, которой не существовало в нашем участке, ни тогда, ни сейчас, с моей подписью. В день, когда я не работал и не мог работать. Версии пока не строил, просто зафиксировал. Я забрал журнал с полки, сказал Татьяне, что нужен для сверки по старому наряду, и вернулся за верстак. Работал до конца дня. Менял прокладку на Пролетарской 5, составлял акт на Советской 7. Пил чай в 3 часа. Думал. Вечером позвонил Васе Петрову. Работает со мной с 2011-го. Надежная память на даты. Вась, помнишь 14 марта 19-го? Я просил тебя закрыть мои наряды. Помню. Ты позвонил около полудня, сказал. Наташа в больнице, сам не приду. Я закрыл 3 наряда. Задвижка, кран, осмотр на Советской. Подписал своим именем, Татьяне сказал, что ты заболел. 3 наряда, только 3. Только 3. У тебя больше ничего на тот день не стояло. А на Народной 14 что-нибудь было? Пауза. Народная? Нет, Игорь, мы там никогда не работали. Это зона 11-го ЖЭКа. Нам туда нельзя соваться. Я поблагодарил его. Повесил трубку. Часть 4. Тот день. 14 марта 2019 года. Вот что было на самом деле. В 3 часа ночи с 13 на 14 я проснулся от глухого звука из ванной. Что-то упало. Первая несвязная мысль – кошка. Потом вспомнил, что у нас нет кошки. Вышел из спальни. Наташа лежала на полу у раковины, лицом вниз. Я перевернул ее. Позвонил в скорую. Держал ее руку и смотрел на нее и думал несвязное, что нужно выключить газ, что нужно найти ее страховой полис, что я не помню, где он лежит. Я думал о полисе в тот момент, когда мне нужно было думать только о ней. Это я до сих пор помню, конкретно эту мысль о полисе. Не знаю почему. Скорая приехала в 2:47. Зеленые цифры на микроволновке, пока я открывал замок. 2 фельдшеров, носилки. Она уехала. В городской больнице номер 3 я провел 12 часов. 3-й этаж, кардиология. Синие пластиковые стулья в коридоре, соединенные в ряды по 5. Окно в торце, из которого был виден внутренний двор. Серый асфальт, пятно нерастаявшего снега в углу у стены, чахлое дерево с набухающими почками. Начало марта. Кофе из автомата, горький, с осадком, 25 рублей. Я выпил 4 стакана. Руки не тряслись, они просто лежали на коленях, ладонями вниз, совсем пустые. Я смотрел на них несколько раз. Мои руки, которые 3 часа назад держали ее руку на полу ванной. Они выглядели обычно. В какой-то момент рядом оказалась женщина. Круглое лицо, синий шарф узлом, очки в тонкой оправе. Ее мужу делали операцию на сердце. Она рассказывала мне про дачу в Чайковском, про малину, которая в прошлом году плохо плодила. Один раз назвала меня по имени – Игорь, в середине фразы про малину, как будто мы знакомы. Я не спросил, откуда знает. Решил, что ослышался, что говорит кому-то другому. Смотрел на дверь в глубине коридора. Дверь открылась в 14:47. Молодой врач, лет 35, зеленый халат. Смотрел мне в переносицу, не в глаза, именно в переносицу, чуть выше уровня взгляда. Потом сказал то, что сказал. Наталья Сергеевна Волкова, 38 лет, остановка сердца. Я слышал, как он продолжает говорить. Слова были, но между ними и мной встало что-то плотное. Ни страх, ни горе,
просто стекло, прозрачное, бесшумное. Я сидел за ним и смотрел, как его губы двигаются. Я не помню, что ответил. Кажется, ничего. Врач говорил еще что-то. Документы, процедуры, куда нужно подойти. Я слышал слова, но смысл не складывался. Женщина с синим шарфом что-то сказала мне. Я кивнул. Врач повернулся и пошел обратно по коридору. Я смотрел ему вслед, машинально, как смотрят в пустоту. Коридор кардиологии прямой, метров 40. В конце окно в торец. Он шел к окну. Я смотрел, пока он не дошел до середины коридора. Потом не смог смотреть дальше. Опустил взгляд на руки. Я просидел на стуле еще 1:40 минут. Потом встал, вышел на улицу без куртки, оставил на стуле, не заметил, и долго шел пешком через незнакомые кварталы. Холодно. Март в Перми – это когда снег серый от грязи и лежит только в тени. Я шел и смотрел под ноги. Потом остановился. Не знал, где я. Вызвал такси. Дома сидел за кухонным столом и смотрел на ее синюю кружку на полке. Часть 4Б, 14:23. Время осмотра в журнале 14:23. В 14:23 я сидел в коридоре кардиологии. До момента, когда откроется дверь, оставалось 24 минуты. Моя подпись в этот момент по записи в журнале стояла на осмотре квартиры Народная, 14, квартира 37. Я помню еще одну деталь, которой тогда не придал значения. Примерно в это время кресло рядом стало теплым, хотя никто рядом не садился. Я почувствовал тепло, когда случайно коснулся подлокотника, пересел на соседний стул. Женщина с синим шарфом посмотрела на меня, я пожал плечами. Тогда я думал о чем угодно, кроме этого. Квартиры, которой в тот день не существовало ни в одном контексте моей жизни. Квартиры, в которой я живу сейчас. Я закрыл журнал, открыл снова, на той же странице, как будто надеялся, что запись изменится при третьем взгляде. Она не изменилась. Я пытался найти объяснение, которое не требовало бы принять то, что я видел. Может быть, Геннадий Федорович внес адрес по ошибке, записал что-то услышанное мимоходом, перепутал квартал. Нет, строка написана аккуратно, как всегда. За 20 лет он не делал таких ошибок. Я знаю его почерк, знаю его систему. Может быть, Народная 14 числилась в техническом реестре, нежилом, и это был осмотр пустого здания во время ремонта. Технически возможно, технически объяснимо. Только объяснить это нужно было себе. Почему Народная, куда мы не ходим? Почему именно 14 марта? Почему именно Волков и А, который в тот момент сидел в коридоре кардиологии? Ответов не было. Было ощущение, которое я не хотел называть вслух. Кто-то знал заранее. Адрес появился не как ошибка, а как признак, как след чего-то, что уже знало, что этот адрес войдет в мою жизнь, за год и 3 месяца до того, как я в него вошел. Я сидел в подсобке под желтой лампочкой и пытался решить, что делать с этой мыслью. Я смотрел на запись долго. Потом взял лупу. Она лежала у меня в ящике стола, старая, с деревянной ручкой, я использую ее для мелких деталей. И посмотрел на подпись через увеличение. Убедился еще раз. Там не было ничего, что позволило бы сказать «нет, это другой человек». Одинаковый наклон, одинаковое расстояние между элементами, один и тот же косой росчерк. Я убрал лупу, закрыл журнал, поставил воду. Пока вода грелась, я достал блокнот и написал: 14 марта 2019 года. Народная, 14, квартира 37. Наташа. Посмотрел на это, поставил точку. Затем взял журналы за другие годы и начал листать. Часть 5. Список. Я не искал ничего конкретного, просто листал. Строка за строкой, страница за страницей. Январь 2019, февраль. Мои подписи стоят там, где им положено. Наши адреса, мои выезды. Нормально. Апрель, май, июнь. То же самое. Потом я взял журнал за 2017. Ноябрь. 17. Адрес: проспект Ленина, дом 88.
квартира 5. Подпись Волков И.А. 17 ноября 2017 мой отец лежал в реанимации краевой больницы после инсульта. Звонок пришел в час дня. Я был на вызове, менял прокладку на ударников 18. «Бросил все прямо там», — сказал Вася, — «доделай без меня». Уехал. Провел в краевой до 11 ночи. Отец лежал за стеклом. Мы с братом Максимом ждали в коридоре. Пластиковые стулья, другого цвета, но той же жесткости, что и везде. Брат курил на лестнице. Я не курю. Отец выжил. Правая рука до сих пор слушается плохо, ходит с тростью. Не жалуется, никогда не жаловался. Краевая больница и проспект Ленина, 88. 5 минут пешком. Моя подпись стояла в журнале за 17 ноября 2017 года. Время осмотра на Ленина 88, 14:55. В 14:55 я сидел рядом с братом в коридоре реанимации. Блокнот. 17 ноября 2017 года. Ленина 88, квартира 5. Отец. Я посидел с этим несколько минут. Расписался в блокноте рядом, сравнил. Потом взял журнал за 2015. 3 сентября. Адрес: улица Советская, дом 4, квартира 19. Подпись Волков И.А. 3 сентября 2015 года мой сын Антон упал с горки на площадке перед школой. Ему было 5 лет. Старая железная советская горка, высокая, крутая. Ее убрали в 2019. Перелом предплечья. Медсестра позвонила мне в 11:30. Я держал журнал за 2015 и смотрел на эту строку. Антону было 5 лет. Тот звонок я помню до мельчайшей детали. Как стоял на ударниках 18 с инструментом в руке. Как голос медсестры был одновременно деловым и успокаивающим. Как я сказал напарнику «доделай без меня» и не объяснял ничего, а он не спрашивал, просто кивнул. Помню, приехал, нашел его на кушетке. Бледного, тихого, с замотанной рукой. Он сказал: «Пап, мне не очень больно, не бойся». 5 лет. Успокаивал меня. Я держал его другую руку, маленькую, теплую, с ободранными болячками на костяшках. Дети всегда все задевают. Помню, как сидел рядом, пока гипсовали. Как он смотрел на свою руку с серьезным выражением. Не помню, что было с 11:30 до того момента, когда я вошел в приемный покой. Сколько я ехал? 1,5 часа? Больше? Я говорил себе: пробки, больница на другом конце города. Это нормальное объяснение. Я в него верил 11 лет. Советская 4, 2 квартала от детской больницы. Блокнот. 3 сентября 2015 года. Советская 4, квартира 19. Антон. Я смотрел на 3 строчки. 3 адреса в официальных журналах. 3 подписи, которые не отличить от моей. 3 дня, когда меня гарантированно не было на работе. Я открыл карту города на телефоне. Поставил 3 маркера. Подождал секунду, глядя на экран. Советская 4, рядом с детской больницей, где лежал Антон. Ленина 88, рядом с краевой, куда увезли отца. Народная 14, рядом с городской номер 3, где умерла Наташа. 3 точки. 3 разных конца города. 3 больницы, 3 разных года, 3 разных человека. Одна закономерность и один и тот же исполнитель рядом с каждой из них. Я. Каждый адрес находился в 15 минутах ходьбы от места, где в тот день что-то случалось. Не в самом месте, рядом. Как будто кто-то шел не в больницу, а мимо. Или шел к больнице, но остановился раньше. Зашел в чужую квартиру, поставил подпись, вышел. Я провел за столом еще час. Пытался убедить себя, что это статистический шум. 3 точки не закономерность, это иллюзия закономерности.
Человеческий мозг создан искать паттерны везде. В звездном небе, в случайных числах, в 3 адресах на карте. 4 записи на 12 лет работы – это ничто. Версия о совпадении была разумной. Я почти убедил себя в ней к часу ночи. Потом открыл журнал за 2018. Часть 6. Паттерн. 8 апреля 2018 года – это белое пятно в моей памяти. Кольцевая дорога, утро, дождь. Я ехал на работу обычным маршрутом. Фура впереди в левом ряду. Мокрый асфальт, дворники на 2-й скорости. Дальше ничего. Я очнулся в скорой. Металлический потолок, качание на выбоинах. Голос фельдшера. Сотрясение средней степени, ушибы грудной клетки. Машина у отбойника, всмятку. Других участников не было. Врачи сказали, вазовагальный обморок за рулем. Редко, но случается. 3 дня в больнице, неделю дома. Этот день в памяти – пустое место с неровными краями. Дорога, фура, белый потолок. Между ними вырезано. Я видел таких людей. После аварий, после нескольких сотрясений, память режет дни, как ножницы. Я думал, что это со мной. Теперь я думаю другое. Запись в журнале за 8 апреля 2018 года. Волков И.А. Адрес – улица Мира, дом 31, квартира 12. 3 километра от места аварии. 4 строчки в блокноте. 4 дня, 4 адреса. Каждый рядом с местом, где что-то случилось. Я убрал журналы. Выключил свет на кухне. Лег. Лежал и думал. Методично, версия за версией. Версия 1. Кто-то копирует мою подпись. Зачем? Непонятно. В журналах ЖЭКа, которые никто не читает, в 4 разных случаях за 11 лет. Нет мотива. Версия 2. Геннадий Федорович фальсифицировал записи. Но Геннадий Федорович 20 лет вел журналы аккуратным почерком и вышел на пенсию. Нет мотива и для него. Версия 3. Это я сам. Я был в этих квартирах. Просто не помню. В апреле 2018 у меня пропали несколько часов. Врачи объяснили сотрясением. В марте 2019 12 часов горя и шока. Память рвется. В ноябре 2017 стресс, реанимация. В сентябре 2015 паника из-за звонка про Антона. Я не помню тех часов в полной детали. Это объяснение почти работало, если бы я мог понять, зачем. Как будто что-то выходило из меня в эти дни, шло туда, делало что-то, возвращалось, и я не знал об этом ни разу. Лежал и думал вот о чем. Все 4 раза что-то случалось со мной или с теми, кого я люблю. Все 4 раза моя подпись ставилась в квартале от места события. Ни раньше, ни после. Точно в тот же день. Как будто что-то знало об этом заранее. Я работаю в этом ЖЭКе 12 лет. 4 случая, начиная с 2015-го, не ближе к концу, с самого начала. Это значило одно. Пока я вел обычную жизнь, ходил на работу, ел яичницу или кашу, менял прокладки на кранах, что-то другое жило параллельно. Знала расписание моей жизни. Знала, когда что-то случится с теми, кого я люблю. Не после того, как случилось, а до. И каждый раз просто шло рядом. Не вмешивалась, не предупреждала. Оставляла подпись в официальном журнале и исчезала. 11 лет. Молча, незаметно, рядом. Я не знал, что страшнее, что это существовало или что я ни разу за 11 лет ничего не почувствовал. Часть 7. Проверка. Наутро я позвонил в ЖЭК номер 11. Народная 14, их зона. Если в марте 2019 там реально проводили осмотр, это их люди, не мои. Просто кто-то написал не того исполнителя. Это должно иметь объяснение. Трубку взяла молодая женщина, деловой голос. ЖЭК 11, слушаю. Я объяснил. Из ЖЭКа номер 7 нашел у себя в журнале запись об осмотре по их адресу. Хочу уточнить, был ли осмотр в действительности и кто его проводил. Шелест страниц.
Пауза. 14 марта 19-го? Да, Народная 14, 37-я квартира. Долгая пауза. «У нас стоит пометка по этому адресу», — сказала она медленно. «Не плановый осмотр, просто пометка. Проверить ЖЭК номер 7. Кто-то из вашего ЖЭКа запрашивал информацию об этой квартире. В тот же день? По записи 14-е. Чья рука, не разобрать. Скорее всего, Евгений Федорович. Он тогда вел журнал, но он уже не работает. Квартира была заселена в тот период? Нет, с февраля шел ремонт. Первые жильцы въехали в мае 20-го. Пауза. Потом осторожно. Вы там сейчас не живете? Живу, сказал я, с июня 20-го. Я поблагодарил ее и повесил трубку. Кто-то из ЖЭКа номер 7 интересовался квартирой Народная 14, квартира 37 в день смерти Наташи, задолго до того, как она стала моей. Квартирой, которая в тот момент пустовала. Квартирой, которую я выбрал год спустя первой и единственной, потому что не раздумывая. Я повесил трубку и несколько минут сидел неподвижно. Почему именно эта квартира? Я пытался вспомнить в деталях. Июнь 2020 года. Мне нужно было куда-то переехать. Знакомый предложил место. Как его зовут? Дима, кажется. Дима из нашего ЖЭКа. Работал монтажником, потом уволился. Он сказал что-то вроде «есть вариант на Народной». Я спросил адрес. Он назвал. Я приехал. Взял. Почему я взял именно эту квартиру, не глядя других, я не мог вспомнить убедительно. Просто взял. Показалось правильным. Я не задавал себе этот вопрос 7 лет. Просто жил. Теперь я спрашивал, как я оказался в квартире, которую кто-то с моей подписью посещал в день смерти Наташи. Я пытался вспомнить детали того переезда. Лето 2020-го. Я только-только устроился после больничного. В апреле 2018-го была авария, а в 2019-м все, что было с Наташей. И потом 3 месяца на Парковой, когда я почти не выходил из квартиры. Мне нужно было куда-то переехать. Знакомый предложил. Дима, монтажник из ЖЭКа. Или не Дима. Я честно не могу вспомнить, как его звали. Помню только, что он говорил. Есть квартира, хозяева уехали, сдают недорого. Адрес Народная 14. Я спросил, когда можно посмотреть? Он сказал, когда хочешь. Я приехал. Посмотрел 15 минут. Взял. Но вот что странно. Я не помню, как нашел этого человека. Не помню, при каких обстоятельствах мы разговаривали о квартире. Не помню, позвонил ли он мне или я ему. Это выглядит как провал в памяти. Не белая стена, как в апреле 2018-го, а просто пустое место. Что-то было, разговор был, но деталей нет. Я живу в этой квартире 7 лет. Я знаю каждую трещину, каждый скрип пола у балконной двери, запах батареи в январе. Это мое место. В то утро, рано до выхода, я позвонил в отдел кадров ЖЭКа, спросил осторожно, кто числился монтажником в июне 2020-го, был ли среди них кто-то по имени Дмитрий. Секретарь проверила. Монтажников в том месяце числилось 3, Дмитрия среди них не было. А раньше, с 19 по 21? Она смотрела несколько минут. Дмитриев у нас в монтажниках не было, ни одного за этот период. Понял, спасибо. Я повесил трубку. Кто-то назвал мне адрес этой квартиры в июне 2020-го. Кто-то, кого нет в кадровых списках. Кто-то, о ком у меня осталось только ощущение разговора, без лица, без голоса, без деталей. Я взял эту квартиру не раздумывая. Именно эту. Именно тогда. Ровно через год после того, как в журнале за 14 марта 2019 стояла моя подпись на ее адресе. Я перестал думать об этом. Пошел к Татьяне. 5-я запись ждала меня на следующее утро. Я обошел всех, кто мог это сделать. Татьяна Михайловна,
Никакого запроса в ЖЭК номер 11 в марте 2019 не помнит. Климов, бывший начальник, ушел на пенсию в 2022. Я не дозвонился. Геннадий Федорович умер в 2023. Никто не помнил. Кроме, по всей видимости, меня. Часть 8. Улики. Я попытался найти физические доказательства, документальные следы того, где я был в эти дни. Банковская выписка за март 2019. Снятие в банкомате в 9:17. Помню, брал деньги перед поездкой в больницу, на всякий случай. Оплата в больничном кафе в 11:40. Потом ничего до вечера, ни одной транзакции. Промежуток между 11:40 и 18 вечера пустой. Час туда, час обратно. Я мог уйти из больницы, дойти до Народной, вернуться. Теоретически. Этого нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Старые звонки за тот день. Телефон тогда был другой, без облачного бэкапа. Не сохранилось. Женщина с синим шарфом. Я позвонил в городскую больницу номер 3. Спросил. Операции на сердце 14 марта 2019 года. Регистратура проверила. Операций на сердце в тот день не проводилось. Ни плановых, ни экстренных. Ни одной. Ее мужа с операцией на сердце не существовало. Я спросил насчет врача. Лет 35, зеленый халат, вышел из кардиологии в 14:47. Старшая медсестра долго слушала, потом сказала ровно: «Такого у нас не числится, никогда не числилось». Я попробовал другой угол. Нашел в сети базу технических проверок квартир. Там иногда есть данные о выездах. Народная 14 не фигурировала ни в одной базе за 2019. Журнал ЖЭКа номер 7. Единственное подтверждение того, что кто-то там был. Единственное подтверждение того, что это был я. Я посмотрел на часы над плитой. 14:23. Просто время. Каждый день бывает 14:23. Я это знал. Но сидел неподвижно еще минуту и смотрел на эти цифры, прежде чем вернуться к экрану. Я не помню, что делал между кофе из автомата и дверью, которая открылась в 14:47. 3 часа. Без транзакций, без звонков, без свидетелей, которых я мог бы найти. Я думал об этом весь рабочий день. Менял фитинг на Советской 12, составлял акт на Ударников 18, пил чай, стоя у окна в 3 часа, глядя на двор. Серый асфальт, трещина посередине, которую мы 3 года собираемся залить. Думал о том, как работает память под острым горем. Она не записывает, она режет. Я видел людей после смертей близких, после аварий. Выпадают часы, иногда дни. Это медицинский факт. Но вот что меня держало. Я не просто не помню этих часов. Я помню их содержание. Помню запах кофе, помню женщину с синим шарфом, помню, что считал цифры на циферблате над окном. Память была там. Но она была как плененка со склейкой. Вот 11:40, вот 14:47, и между ними ничего. Не пустота, не белое пятно. Просто перешел к следующему кадру, как будто склеили. Именно так я бы описал это, если бы кто-то спросил. Склейка. Это не значит, что меня там не было. Часть 9. Пустая строка. В то утро, когда я пришел на работу и увидел 5-ю запись, была пятница, 10 июня. Татьяны Михайловны еще не было, я зашел в ее кабинет, открыл рабочую книгу нарядов. Она ведет ее параллельно с компьютером с 2004-го, привычка, выработанная до эпохи компьютеров и оставшаяся после нее. «Компьютер горит, бумага остается», — говорит она. Не спорю. Страница на сегодня. 3 записи. 2 плановых осмотра, 1 срочный вызов по прорыву. Все ожидаемо. И 4. Внизу страницы, за горизонтальной чертой. Другие чернила. Темнее, почти черные.
Другой нажим, жестче, определеннее, не Татьяниной рукой. Время 19:30. Адрес: улица Комсомольская, дом 3, квартира 14. Строка «Исполнитель» пустая. Строка «Подпись» пустая. Комсомольская, дом 3, квартира 14 – это адрес моей матери. Нина Павловна Волкова, 69 лет. Живет одна с тех пор, как 3 года назад умер отец. Пятиэтажная хрущевка 1961 года. Третий этаж, второй подъезд. Я рос в этой квартире до 16 лет. Знаю каждую ступеньку на лестнице, засохшую рябину у входа, царапину на перилах третьего этажа, которую оставил в 8 классе велосипедным ключом. Звоню ей каждый вечер, каждое воскресенье езжу в гости. Я достал телефон. «Игорь, что случилось?» «Ничего, мам, просто так. Как ты?» «Нормально, суп варю. Ты сегодня приедешь?» «Не знаю еще, я позвоню». Я повесил трубку. Пошел к Татьяне. Она вернулась с 5-минутки. «Кто писал сегодня на Комсомольскую 3?» Она посмотрела в книгу, потом на меня. «Я не писала. Откуда это?» «Я обошел всех 6, у кого был доступ. Вася – нет. Новый Геннадий – нет. Калинин – нет. Все 3 монтажников, которые заходили за нарядами – нет». Запись появилась сама. Строка «Исполнитель» пустая. В прошлых случаях, в журналах за 2015, 2017, 2018, 2019, строка «Исполнитель» содержала мое имя. Сейчас она ждала. Я смотрел на эту строку долго. Думал, раньше она была заполнена, всегда заполнена, кем-то с моей подписью в день, когда что-то случалось. Сейчас пустая. Это могло означать разное. Первое. В этот раз ничего не случится, просто совпадение. Второе. Запись еще не закончена, строка будет заполнена позже, к вечеру. Я думал об этом, работая весь день. Проверял давление в стояке на Парковой 8, разговаривал с жильцами, отвечал на вопросы. Говорил правильные слова в правильных местах. Я не мог перестать думать об этом, как гвоздь под подошвой, мешает каждому шагу, но не настолько, чтобы остановиться. В 4 часа я зашел в кабинет Татьяны, как будто по делу. Открыл книгу нарядов на сегодняшней странице. 4-я запись все еще была там. Пустые строки «Исполнитель» и подпись. Не изменилось. Я работал до 6. В 6 вечера я позвонил брату. «Максим, ты к маме сегодня можешь заехать?» «Могу. Мне дрель забрать. Ты чего такой, Игорь?» «Просто заедь, если не сложно». В 19:03 я снова набрал мать. «Мам». «Да, Игорь». «Ты как?» «Борщ разогрела, ужинать собираюсь. Ты приедешь или нет?» «Позвоню». 19:03. До 19:30 27 минут. Я стоял в коридоре своей квартиры, смотрел на куртку на вешалке. Потом надел ее, взял ключи, вышел. Финальная сцена. Я сел в машину и поехал на Комсомольскую. Не потому, что был уверен, что что-то произойдет. Я не был уверен ни в чем. У меня был список совпадений, который мог оказаться именно списком совпадений, и пустая строка «Исполнитель», которая в прошлые разы заполнялась моим именем. Но я думал вот о чем. Если в предыдущих случаях что-то случалось с теми, кого я люблю, и рядом всегда была запись о моем визите в чью-то квартиру, то что происходило с теми людьми в тех квартирах? С Яковлевыми на Советской 4 в тот день, когда Антон сломал руку. С пенсионером на Ленина 88 в тот день, когда отца увезли в реанимацию. Ничего, скорее всего. Просто жили. Может, открыли дверь, увидели слесаря, показали кран или батарею. Или, другой вариант, не открыли дверь, потому что квартира была пустой. Народная 14 в 2019 была точно пустой, там шел ремонт. Тогда зачем туда идти? Зачем подписывать бланк в пустой квартире? Я не мог ответить на это. Ехал. Летний вечер в Перми, темный быстрее, чем ждешь, когда занят мыслями. Уже горели фонари. Я не торопился.
Я понимал, что если что-то должно случиться, оно случится вне зависимости от того, успею я или нет. Но я хотел видеть. Светофор на Кировской долгий, 1,5 минуты красного. Я стоял и смотрел на красный круг. За стеклом аптека с выключенными огнями за решеткой на витрине. Фонари уже горели. Июнь, сумерки, теплый воздух через щель опущенного стекла, слабый запах асфальта после дневной жары. В 19:15 позвонил Максим. «Слушай, я только что от мамы. Она нормально. Чай пила, телевизор смотрела, дрель забрал. Все хорошо. Что с тобой такое сегодня?» «Ты только что вышел?» «Буквально 5 минут назад, не больше. Спасибо». В 19:15 она пила чай. 15 минут до 19:30. Светофор переключился. Я тронулся. Рука потянулась в правый карман куртки за телефоном. Нашла не телефон. Твердый пластик. Металлический зажим сверху. Мой рабочий клипборд. Я не брал его. Уходя в 6 вечера, я положил его на верстак слева от тисков, как делал каждый день 12 лет, машинально, не глядя. Клипборд лежал на верстаке. Куртку я взял с вешалки в прихожей. Между верстаком и прихожей, я точно помню, не делал ничего, кроме того, что надевал ботинки. Он был у меня в кармане. Я съехал к обочине, включил аварийку, поднял клипборд. На нем был зажат бланк. Форма номер 7 ПУ. Старая серия, списанная в ноябре 2019. Строка «Адрес». Улица Комсомольская, дом 3, квартира 14. Строка «Дата». 10 июня 2026 года. Строка «Время». 19:30. Строка «Исполнитель». Волков И.А. Строка «Подпись». Я не смотрел на нее сразу. Смотрел в лобовое стекло. Асфальт под фонарями, прохожий у тротуара. Машины объезжали меня справа. Кто-то коротко посигналил. Потом опустил взгляд. Моя подпись. Петля на «В». Косой росчерк. Я расписался в блокноте. Поднес рядом. Одинаковые. Я не помнил, как брал этот бланк. Не помнил, когда писал ее адрес на бумаге. Не помнил момент, когда ставил подпись. Я коснулся подписи подушечкой пальца. Чернила были еще чуть влажными. Я сидел у обочины с включенной аварийкой. 2 машины проехали мимо, не притормаживая. Фонарь над головой мигнул 1 раз. Фонари у нас на Кировской иногда мигают. Плохой контакт в подстанции. Вася уже 3 подавал заявку на ремонт. Я смотрел на подпись. Версия 1. Я взял клипборд перед уходом, уже заполненный, и не заметил. Но я никогда не беру клипборд домой. Это не имеет смысла. Клипборд для работы. Версия 2. Кто-то положил его в мой карман, пока я надевал куртку в прихожей. Когда именно? Как? Версия 3. Я взял его, заполнил, положил в карман. И не помню этого. Я не помнил. Точно так же, как не помнил, что я делал между 11:40 и вечером 14 марта 2019 года. Я убрал аварийку. Поехал дальше. Финальная сцена. Комсомольская. Дом 3 на Комсомольской. 5-этажная хрущевка 1961 года. Серая, с диким виноградом по правому торцу 1-го этажа. Я знаю этот дом с рождения. Каждую выбоину во дворе, засохшую рябину у 2-го подъезда, кустарник под окнами 1-го этажа, который стригут каждое лето и который все равно вырастает кривым. Я жил здесь до 16 лет. Это не просто адрес, это место, которое я помню так же, как лицо матери. Я припарковался у рябины. Свет в окнах 3-го этажа горел, кухня и 1 комната. Телевизор, вероятно. Все как всегда. Клипборд у меня на коленях. Бланк. Дата сегодняшнего дня. Ее адрес. Подпись, которую я не помню. 19:28. Я вышел из машины. Двор почти пустой. Только в дальнем углу кто-то выгуливал маленькую собаку. Тополь у 3-го подъезда шевелил листьями. Тихо. Подъезд.
Металлическая дверь с домофоном. 14. Один звонок. Второй. Тишина. Еще раз. Долго. Тишина. Телефон. Гудки. 1, 2, 3, 4. Она не брала трубку. Холод прошел по спине. Не температурный, плотный, изнутри. Я нажал 14 снова, не отпуская. Дверь щелкнула. Открылась. Я не слышал, чтобы кто-то ответил. Дверь просто открылась. Лестница пахла так, как пахла всегда. Старым линолеумом, бетоном, советским временем. Первый этаж, второй, третий, ее дверь. Белый звонок с треснувшей кнопкой. Я собирался заменить уже год. Прошлым летом спрашивал: «Мам, давай заменю». «Не надо, работает же». Я нажал кнопку. Тишина. Потом шаги. Медленные, в тапках. Замок щелкнул. Дверь открылась. «Игорь!» Мать смотрела на меня с легким удивлением. «Ты не предупредил, я борщ разогрела». За ее спиной свет в кухне, запах борща и хлеба. Телевизор в комнате, тихие новости. Ее старый свитер с пуговицами на рукавах. Руки, обычные, теплые руки, которые я знаю всю жизнь. «Просто заехал», — сказал я, — «ненадолго». Я зашел, разулся, сел за кухонный стол, тот самый, за которым делал уроки в школе, за которым мы ели по воскресеньям всей семьей. Пластиковая скатерть с мелким узором, солонка-рыбка, которой лет 30, трещина на одной плитке пола у холодильника. Я знаю ее с детства. «Почему не ответила на домофон?» – спросил я. «Не слышала, телевизор шел. Ты что-то бледный, Игорь». «Просто устал». Она поставила передо мной тарелку борща, хлеб, соль, села напротив, подперла подбородок ладонью, ее манера с детства. «Ешь давай, похудел». «Нет, я вижу». Я взял ложку. Борщ был горячим, со свеклой, густой, с куском мяса. Я ел медленно. Мать говорила про соседей сверху, которые делают ремонт и стучат с утра. Про Люду с 4-го, у той болеет внук. Про огород у подружки в деревне, куда собирается в июле. Я кивал и слушал. 19:32. Все прошло. Я смотрел на ее руки, как держит чашку с чаем, как поправляет скатерть, как кладет хлеб в пакет. Живые руки, теплые, такие же, как всегда были. За окном темнело. В кухонное окно был виден двор, фонарь у дороги, мои «Жигули» у рябины, тополь с шевелящимися листьями. Потом из подъезда напротив вышел мужчина. Темная куртка, рост примерно мой, капюшон не надет. Он шел медленно, пересекая двор наискосок. Я смотрел на него машинально, взгляд идет за движением. Он дошел до угла здания, где дорожка поворачивает на улицу. Остановился. Повернул голову в сторону нашего окна. 3-й этаж. Кухня. Мать за столом. Я напротив. 3 или 4 секунды. Неподвижно. Я не видел его лица, только контур. Рост примерно мой. Темная куртка. Что-то в том, как он стоял и как после этого двинулся, не ложилось ни в один знакомый мне образ. Ни угроза, ни прохожий. Нечто, которое просто знало, где нужно остановиться. Я видел его 3-4 секунды, и этого было достаточно, чтобы понять. У этого нет мотива, который я мог бы назвать. Потом он пошел дальше и исчез за углом. «Ты чего замер?» – спросила мать. «Показалось». Я опустил взгляд в тарелку. Доел борщ. Финальная сцена. Строка «Исполнитель». Клипборд лежал в куртке на вешалке в прихожей. Бланк с датой сегодняшнего числа, с ее адресом, с подписью, которую я не помню, как ставил. Утром в строке «Исполнитель» было пусто. Я приехал, я вошел, мать налила мне чай, второй. «Ты долго сегодня?» «Нет, скоро поеду». Я держал чашку обеими руками, чай был горячим. Мать говорила что-то дальше, про телевизор, про воскресенье, спрашивала, не нужно ли забрать что-то из деревни у подружки. Я отвечал.
Смотрел на ее лицо, живое, обычное, такое же, как всегда. Я думал, зачем? Это слово мучило меня с самого начала. Зачем кому-то или чему-то приходить к людям в квартале от больницы, где в этот момент кто-то умирает или лежит в реанимации? Что происходит в квартире? Что происходит с тем, кто приходит? Есть ли от этого какой-то эффект или это просто присутствие? Просто быть рядом, знать. Я не нашел ответа. Мать убирала со стола. Чашка, тарелки, хлеб в пакет. Те же движения, что она делает 40 лет. «Приедешь в воскресенье?» – спросила она. «Приеду». Я встал, надел куртку в прихожей. Почувствовал, как клипборд лежит в правом кармане. Все еще там. Я не стал его вынимать. Не стал показывать матери. На лестнице остановился на секунду. Прислушался. Тихо. Только телевизор из ее квартиры через закрытую дверь. Я спустился. Вышел во двор. За окном фонарь горел ровно. Двор пустой. Угол, за которым исчез мужчина, был темным. Ничего там не двигалось. Я сел в машину. Сидел несколько минут, не заводя. Я думал об одном. Строка «Исполнитель» утром была пустой. Я приехал. Я вошел в эту квартиру. Теперь строка уже не пустая, потому что я ее заполнил. Я просто не знаю, когда именно это написал. Я завел машину. Смотрел несколько секунд в лобовое стекло. Дорога, фонари, угол, за которым кто-то исчез. Я слесарь-сантехник. 12 лет работы. Прямая логика, которая хорошо работает на трубах. Труба либо течет, либо нет. Кран либо держит, либо нет. Я искал 11 лет. 4 адреса в журналах. 4 дня, когда что-то случалось. Одна и та же подпись. Сейчас 5-й адрес. Строка «Исполнитель» заполнена. Мной. Я убрал клипборд в бардачок. Не мог держать его в кармане всю дорогу домой. И думал вот о чем. Максим ушел в 19:15. Между 19:15 и тем моментом, как я позвонил в домофон, 13 минут. Она была одна, а тот мужчина стоял во дворе. Темная куртка, рост примерно мой. Смотрел на ее окно. 3-й этаж, кухня, свет. Неподвижно. Я видел его 3 секунды и не видел его лица. Людей это не значит стоять во дворе. Ждут кого-то, смотрят на окна. Потом я подумал, в прошлые 4 раза кто-то с моей подписью приходил к чужим адресам. Ни один из тех жильцов ничего не заметил, или о них ничего не известно. Ни один не упоминается ни в каком следствии, ни в каком протоколе. Просто адрес в служебном журнале. Просто подпись на бланке. Просто в квартале от места, где в тот день что-то происходило с теми, кого я люблю. Я поехал домой. Мимо светофора на Кировской. Мимо аптеки с решеткой на витрине. Решетка была открыта. Аптека не работала в это время. Я не остановился. Страшные истории на ночь. Страшилки на ночь. Наушники обязательны. Смотри один. В темноте. Если ты дослушал до конца, подпишись. Этот канал для тех, кто не боится слушать страшное после полуночи. Напиши в комментариях, если бы ты нашел свою подпись под тем, чего совсем не помнишь, ты бы захотел узнать, где именно ты был. Следующая история уже готова. Включи уведомление, она выйдет без предупреждения. Наушники, темнота, осторожно. Если по твоему адресу когда-нибудь проводили плановый осмотр, посмотри, чья подпись стоит в журнале.